Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить молочный батон на закваске. Он у нас готовится со сливочным маслом, получается мягкий и очень сдобный. Простейший в приготовлении, рецепт это также подходит для новичков и получается у всех. Ингредиенты вы сейчас видите все на экране, так же как всегда все ингредиенты есть в описании под видео, и давайте готовить. Температура в комнате у меня сейчас почти 23 градуса по Цельсию или примерно 73 по Фаренгейту. И давайте посмотрим температуру молока. Температура молока у меня примерно здесь будет 28 градусов по Цельсию, что примерно 83 градуса по Фаренгейту. Ставим большую чашу на весы и вливаем наш первый ингредиент – это теплое молоко. Молоко можно брать любое, более жирное, менее жирное, в принципе здесь это не сильно важно. Сюда же добавляем закваску. Закваска у меня сейчас на пике, я ее покормила заранее, несколько часов назад, и она поднялась. Всего нам понадобится здесь 200 грамм закваски, закваска пшеничная 100% влажности. Хорошая активная закваска всегда плавает над поверхностью жидкости, возвышаясь таким небольшим облачком. Перемешиваем закваску с молоком до полного растворения закваски и до объединения двух ингредиентов. Вот такая жидкая получается у нас масса. Снова ставим чашку на весы и добавляем муку. Муки здесь понадобится 400 грамм. У меня это мука общего назначения, белая, самая обычная. Белок здесь 11,7%, но в принципе количество белка здесь не сильно имеет значение. Если у вас белок меньше, то для этого рецепта тоже подойдет такая мука. Перемешиваем все вилочкой, тесто немного кажется суховатым, но у нас впереди еще дополнительные ингредиенты, поэтому продолжаем вымешивать и пока об этом волноваться не будем. Тесто получается достаточно плотное, оно хорошо смешивается рукой и собирается в такой небольшой комочек. Если в вашей муке белка меньше, то тесто у вас может получиться более мягкое. Если белка как у меня, то тесто примерно будет вот такой консистенции, достаточно плотное. На этом этапе вымешиваем тесто 2-3 минуты, пока вся мука не станет влажной, ингредиенты не объединятся и тесто не станет более гладким и податливым. Это тесто совершенно не липнет к рукам, достаточно плотное и подойдет для тех, кто делает свое тесто на закваске в первый раз. Его очень легко обминать и очень просто с ним работать. Накрываем тесто крышкой и оставляем его отдыхать при теплой температуре на час. Через час тесто выглядит вот таким образом. Оно уже хорошо тянется, стало более эластичное и более податливое. Теперь сюда же в тесто добавляю 1,5 столовые ложки с горкой сахара и также 8 грамм мелкой соли. Добавляю я сахар и соль без воды дополнительно, потому что сахар при смешивании с тестом начинает разжижать тесто. И этой влаги будет достаточно для того, чтобы растворить соль и сахар. Продолжаем вымешивать тесто, проходит минуты 2-3 буквально, и соль и сахар полностью объединяются с тестом, и тесто становится более мягким и более податливым. В начале видео я показала, какая у меня температура сейчас примерно на кухне, но при этом я сказала, что брожение происходит в теплом месте. Температура брожения 25-26 по Цельсию или 77-79 по Фаренгейту. И чтобы достичь такой температуры, я слегка разогрела свою духовку. И все процессы брожения будут происходить у меня в слегка разогретой духовке. В это время, пока я вам рассказывала про температуры, я уже замесила тесто. Тесто выглядит вот таким образом, оно еще не готово. Теперь нам нужно добавить сюда 35 грамм сливочного масла. Сливочное масло должно быть теплое, комнатной температуры, должно быть мягкое, поскольку добавление холодного сливочного масла понизит общую температуру теста и замедлит процессы брожения. Конечно, для замешивания такого теста можно воспользоваться и миксером, но я покажу, как я это делаю руками. Этот процесс не очень красивый, который вы сейчас видите, потому что масло не хочет ни в какую соединяться с почти готовым тестом, и это нормально. На самом деле выглядит не очень красиво, да, я повторю, но занимает этот процесс буквально 2 минуты, и масло достаточно быстро впитывается обратно в тесто. Поэтому не нужно бояться этого процесса, эти кадры я специально вам оставляю, чтобы вы видели, потому что многие их удаляют, а я считаю, что это важный процесс, особенно для новичков, видеть, каким образом масло соединяется с тестом. В итоге через 2 минуты тесто у меня выглядит вот таким образом. Оно стало очень мягкое, эластичное и податливое. Складываю его несколько раз, формирую шарик вот таким образом. Все, масло полностью впиталось, муку я никуда не добавляла. Тесто и стол у меня без муки, абсолютно чистый. Убираю тесто обратно в чашу, накрываю ее крышкой и оставлю ее на брожение теперь уже на 3 часа.
За эти 3 часа нам нужно будет сделать всего лишь одну обминку, где-то в середине. Примерно через 1,5 часа вот так у меня выглядит тесто, я его уже достала из своей нагретой духовки, и посмотрите, какое оно стало эластичное. Рядом я еще поставила маленькую чашечку с водой и опускаю туда пальцы, смачиваю пальцы водой и растягиваю тесто, поворачивая большую чашу вокруг своей оси настолько, насколько это возможно. Получится либо 1, либо 2 раза. И растягиваем тесто по краям, подтягивая тесто к середине. Поворачиваем чашку, снова тянем так, чтобы тесто желательно не порвалось. И снова подтягиваем, снова тянем. Еще раз повторю, что подтягивание, растягивание, складывание будем делать только 1 раз для этого теста. Все, формируем обратно тесто в комочек, накрываем снова крышкой и убираем на оставшиеся 1,5 часа. Через 1,5 часа мое тесто выглядит следующим образом. Посмотрите, там снизу уже видно, что началось брожение, достаточно активное, мы видим пузыри, и тесто немного даже поднялось. Вот так оно выглядит, мягкое. И опрокидываю чашу, выкладываю тесто на стол. Можно немножко помочь ему рукой или просто подождать, оно под своей тяжестью само отстает от чашки. Вот так тесто выглядит, можно видеть, что брожение в нем идет активно. И поделю я тесто на 2 части. Делю я на глаз, потому что готовлю для себя, в принципе, мне не важно, больше или меньше. Готовить я буду 2 батона. Из этого теста можно также приготовить и 1 большой батон, но я буду делать 2 небольших. Для того, чтобы батоны были более-менее симпатичные, ровные и одинаковой формы, нужно сделать тесту предформовку. Для этого все края теста я собрала к центру, переворачиваем тесто и округляем это тесто плавными движениями, как бы сначала толкая тесто от себя и подтягивая его к себе, формируя округлую форму. Ну и все, наши заготовочки готовы. Теперь им нужно полежать и отдохнуть примерно полчаса. Я их накрываю снова той же чашкой, где было тесто, и ждем 30 минут на кухонном столе при комнатной температуре. 30 минут у меня уже прошло, тесто полежало и расслабилось. Теперь мы будем формировать наши батоны. Для этого я пока 1 комочек теста отставлю в сторону, второй пододвину к себе поближе, и здесь можно воспользоваться либо скалкой, либо, как я, буду немножечко распрямлять это тесто рукой. Скалкой, возможно, здесь воспользоваться будет проще и быстрее, раскатать его в более ровную прямоугольную форму, ну и рукой тоже это можно сделать. И начинаем скручивать тесто небольшим таким плотным рулетом. Стараемся делать так, чтобы не было пустот внутри, но при этом, чтобы и поверхность теста тоже не порвалась от натяжения. И закрепляем все края, буквально просто защипываем сверху и снизу, проходимся со всех сторон. У меня на канале уже есть достаточно неплохая подборка разных хлебов на закваске. Если вам будет интересно, все ссылочки я оставлю внизу в описании под этим видео. И также, если у вас все еще нет своей закваски, вы хотите ее вывести, то у меня есть очень подробный рецепт для тех, кто хочет вывести свою закваску без весов, без выбрасывания. Очень простой метод, простая закваска. И ссылка на закваску тоже будет в описании. Ну все, подкатываем наш рулетик, формируем будущий батончик и перекладываем его аккуратно на противень. Противень я застелила пергаментной бумагой. Моя пергаментная бумага не прилипает, поэтому я ее никогда ничем не смазываю. И повторяем все то же самое со второй частью теста. Укладываю я батончики на хорошем расстоянии друг от друга на большой противень, потому что они еще будут подниматься и увеличатся они еще примерно раза в 2. Поэтому это нужно учитывать и дать им немножко пространства. Также подправляем форму по необходимости, слегка я сверху присыплю их мукой и накрою их пищевой пленкой. И оставляю батончики при комнатной температуре, оставлю прямо вот так на столе, закрытые пленкой на 2,5, примерно 3 часа или до тех пор, пока они не увеличатся в объеме примерно в 2 раза. И, кстати, по этому рецепту не обязательно делать батоны, можно также сделать формовой хлеб, положить в форму те же самые заготовки и сделать просто обычный хлеб. У меня уже прошло 3 часа, вот так выглядят мои батоны, они хорошо поднялись и хорошо держат форму. Сверху я их слегка присыплю мукой и распределю ее по поверхности, насколько это возможно. Они очень нежные и мягкие. К этому моменту духовка уже должна быть разогрета до температуры 230 градусов по Цельсию или 446 по Фаренгейту. И теперь сделаем надрезы на батоне. Проще всего надрезы делать лезвием, оно очень острое и не сильно тянет тесто. Глубина каждого разреза должна быть примерно 1 см.
Сбрызну свои батоны немного еще водой и отправляю их в духовку. Температура у меня сейчас 230 градусов по Цельсию, еще раз напоминаю, 446 по Фаренгейту. Будем выпекать первые 15 минут с паром, вниз я добавляю немного воды, и потом температуру мы понизим до 190 градусов по Цельсию или 374 по Фаренгейту. И будем допекать батоны еще 10-15 минут или до золотистого цвета. Вот такие батоны у меня уже испеклись и получились, очень горячие, сверху хрустящие, а внутри очень-очень мягкие, все еще горячие. Накрою их тонким полотенцем и дам нашим батонам остыть примерно часа 2. Я буквально недавно пекла хлеб в своей духовке и забыла поменять решетку. Посмотрите, я поставила батоны выпекаться также на нижнюю решетку, как я делаю с хлебом. И батоны немного темнее снизу, чем они обычно должны быть. Поэтому такого не делайте, их нужно ставить в середину духовки. Ну и давайте нарежем батон и посмотрим, что внутри. Сразу могу сказать, что режется батон очень-очень мягко. Внутри у него хороший мягкий мякиш и очень тоненькая корочка. Вот такой он получается мелкопористый внутри, молочный батон. Пахнет вкусно, это сдобное тесто, конечно, на молоке, на сливочном масле. Батончик гибкий, мягкий и нежный. Еще раз повторю, что по этому рецепту также вместо батонов можно приготовить большой формовой хлеб, тогда у вас получится одна большая красивая молочная булочка весом общим примерно 800 грамм. Этот хлеб получается мягкий, очень ароматный, нежный, готовится максимально просто, никаких лишних растягиваний, ожиданий, длительного ферментирования, ничего здесь нет. Очень простой и базовый рецепт. Если вам нравятся такие базовые рецепты на закваски, дайте мне знать в комментариях, чтобы я учла это на будущее. Всеми фотографиями, если вы печете по моим рецептам, вы можете поделиться в моем телеграм-канале. Все ссылочки также будут в описании под видео, а также они есть в общем описании канала. В Телеграме я также немного рассказываю про себя, там мы делимся фотографиями, обсуждаем какие-то тематики и также я оповещаю о новых видео. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. Название канала точно такое же – «Кушать подано».